Заканчиваются последние приготовления, хозяйки справляются о праздничном столе, в храмах освещают куличи и яйца, а священнослужители сменяют свое одеяние с черного на белое. Добрый день! Сегодня у православных верующих Великая Суббота, день печали и ожидания чуда воскресения одновременно, последний день перед Пасхой. О празднике света и радости, о подготовке к торжеству и заметных событиях в жизни Пензенской епархии говорим сегодня с нашим гостем. У камина беседуем с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом. Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте. Я думаю, что уже стало такой хорошей традицией, что мы с вами в этой студии у камина встречаемся накануне такого светлого праздника, праздника Пасхи. Да, это действительно очень добрая традиция. А для меня возможность поздравить всех тех православных христиан, кто празднует Пасху Христову с этим великим праздником. Сегодня Великая Суббота, день скорбный и радостный одновременно, день печали и ожидания чуда воскресения. И православные верующие сегодня завершают свои последние приготовления к этому празднику, к которому всегда, как мне кажется, готовятся с особенным чувством. А что вы сегодня испытываете? Какие чувства у вас? Дело в том, что вы правильно сказали, Великая Суббота – это праздник такой ожидания великого чуда. И для меня, конечно, как для священнослужителя, этот день начался с божественной литургии. Такая литургия, которая становится границей между Страстной Седмицей и праздником Пасхи. А кроме того, с самого детства этот день, он, наверное, для детей один из самых радостных, потому что многие с родителями отправляются в течение всего дня в храм для того, чтобы осветить Пасхи, куличи и крашеные яйца перед самим праздником. И для меня лично сегодня еще и момент, когда после вашей передачи я должен буду поехать по храмам города Пензы и посмотреть, как они приготовлены к празднику Пасхи. Во-первых, как епископ, и с другой стороны, безусловно, конечно, и мне это самому очень интересно, насколько верующие и в каких условиях они будут встречать праздник Светлого Христового Воскресения. А какая, быть может, Пасха стала самой запоминающейся в вашей жизни и почему? Вы знаете, это один из самых сложных моментов. Наверное, конечно, запоминающаяся пасхальная ночь, которой я впервые молился в храме. Это было довольно-таки поздно, наверное, где-то уже в лет 13. Но, безусловно, конечно, это оставило отпечаток и след на всю жизнь. Желая не жить в прошлом, я думаю, что еще самое запоминающееся будет впереди. А когда вы были семинаристом, когда проходили обучение в Саратовской духовной семинарии, вот тогда у вас с тех пор остались какие воспоминания о подготовке к этому празднику? Что-то особенное, может быть, было? Если сказать честно, то в Саратовской духовной семинарии был учебный процесс выстроен таким образом, что все Пасхи мы проводили дома. Поэтому это особо запоминающееся время, и невзирая на то, что начиналась Страстная Седмица, для нас это было одно из самых радостных времени, потому что после праздника Входа Господня в Иерусалим нас отпускали домой, и мы после долгого расставания с родными родителями и с друзьями, и с родными приходами вновь вливались в такую вот более привычную для себя жизнь. Но и, наверное, как для любого студента, хоть светского, хоть духовного учебного заведения, безусловно, конечно, дорога домой, она самая радостная. Поэтому, конечно, здесь праздник Пасхи еще усугублялся и тем, что ты находишься дома, и дома разговляешься, и, собственно говоря, в кругу своих родных людей. Сейчас вы являетесь ректором Пензенской духовной семинарии, старейшего учебного заведения в губернии. Она была основана в 1800 году, а до этого вы являлись инспектором, а потом ректором духовного училища. После восстановления Пензенской духовной семинарии в 2010 году стали проректором. И вот, насколько я знаю, сегодня Пензенская духовная семинария – это единственная в стране семинария, которая прошла государственную аккредитацию. Здесь выдают дипломы государственного образца пастырем, регентом и иконописцем. И в прошлом году был первый выпуск. Вот вы следите за судьбой тех, кто выпустился?
Как сложилась их судьба? Я бы хотел вас немножко поправить. Уже на данный момент мы не единственное учебное заведение. Сейчас Смоленская духовная семинария получила аккредитацию. Я бы сказал, что Пензенская духовная семинария – первое духовное учебное заведение, которое получило аккредитацию по новому стандарту. Вот так вот, правильнее было бы сказать. Что касается наших выпускников, да, действительно, мы в прошлом году совершили первый выпуск, который был люди, которые получили государственный диплом. Следить мне за ними очень просто, потому что все 4 выпускников, которые успешно окончили, защитили дипломные квалификационные работы, точнее, не дипломная квалификационная работа, они все являются священнослужителями, которые мне сейчас непосредственно помогают в богослужениях и в управлении епархией. Кроме того, это в основном те люди, которые действительно только переступили порог духовной семинарии в 2010 году, которая только что была реорганизована из духовного училища. И, в общем-то, тогда, на то время я еще был преподавателем и первым проректором духовной семинарии. И, в общем, это люди, которых я очень хорошо знал. В общем-то, ими я доволен. А вы довольны тем, как сегодня, чем и как живет духовная семинария? Ведь очень много всего происходит. Вот, к примеру, журнал совсем недавно появился, да, семинаристы участвуют очень активно в спортивной жизни области, и даже балы воссоздают, да, возрождают. Что вас радует прежде всего? Давайте начнем с огорчения. Давайте. Вот. Конечно, самое огорчительное для меня в работе нашей духовной школы состоит в том, что у нас все-таки очень мало людей поступает туда. Хотелось бы больше. Почему? Потому что Пензенская епархия испытывает действительно кадровый голод. Поэтому это вот такая моя боль внутренняя. С другой стороны, мне очень приятно тому, что и профессорско-преподавательская корпорация, и администрация, ректорат, конечно, честно говоря, сам будучи ректором, из-за загруженности, так скажем, епархиальной службы, работой, конечно, большая ответственность лежит на первом проректоре, на проректорах духовной семинарии. И, в общем-то, я им благодарен за их такой повседневный, но очень творческий подход к своим обязанностям. Вы действительно, наверное, упомянули многое, что в духовной семинарии сейчас делается. Но в конечном итоге мне бы хотелось, чтобы это действительно тоже стало духовным центром и города, и губернии здесь у нас в Пензе, и, наверное, крупным таким духовно-просветительским центром. У нас в этом году еще открывается новый факультет, который будет готовить специалистов в области социальной, катехизической и миссионерской работы. Тоже хотел бы, так скажем, немного похвалить своих сотрудников и коллег за то, что фактически одна из немногих семинарий, которые Русская Православная Церковь полностью доверила все 4 направления, по которым можно вести подготовку специалистов. Это тоже очень важно. Я думаю, что это внесет такую новую, добрую струю в жизнь нашей духовной школы. Я, наверное, не слукавлю, если скажу, что редкий эфир местных новостей и редкий выпуск газет обходится без сообщений о жизни Пензенской епархии. И вот одна из самых последних инициатив – это создание первого детского архиерейского хора. Они впервые выступили в драмтеатре на рождественской архиерейской елке. Вы следите, как юные вокалисты развиваются. Интерес возрос ли к детскому церковному хору пензенскому? Моя-то задача, в общем-то, была создание не просто детского хора, а детской хоровой школы. Может быть, даже в перспективе музыкальной школы, которая будет не только заниматься, так скажем, хоровым искусством и вокалом, но еще, может быть, и игрой на различных инструментах. Слежу за деятельностью хора. Почему? Потому что очень часто он участвует в архиерейских службах. Слава Богу, что вот эта вот наша инициатива, она была востребована. Я даже порой, поскольку это все происходит в епархиальном управлении, удивляюсь. Буквально на днях, выходя из епархиального управления, уже довольно-таки поздно, в 8 часу обнаружил, что в здании единственное, где горит свет, это хоровая студия. И дети, сами родители, потому что детей в таком возрасте не отпустишь на репетицию хора, безусловно, конечно, так скажем, можно сказать, самоотверженно себя отдают этому делу. Там же есть совсем малыши, да? Конечно, да. Поэтому я считаю, что в дальнейшем это
хорошие певцы, причем не только церковные, ведь нам нужно с вами помнить, что и Шаляпин, и многие другие известные и оперные певцы начинали свою карьеру именно с церковного хора. Поэтому я уверен, что и для церкви, и для общества культурного это принесет в дальнейшем свои плоды. Ну, вот, насколько я знаю, они сейчас готовятся к большому концерту 70-летия Великой Победы, да? То есть не только они поют в церкви, но и готовятся такие общественные, как вы сказали, да, события. Сама задумка хора не была связана именно только с церковью и с богослужением. Мы все-таки желаем, чтобы этот коллектив был хорошего уровня, чтобы он участвовал, может быть, в областных и даже международных конкурсах и был одним из визитных карточек нашего города и губернии. Поэтому, конечно, когда создавался хор, одной из первых задач, которую я поставил, что мы обязательно должны принять участие в общем праздновании 70-летия Победы. В общем-то, мы попросили город нас включить в общую программу, и на улице Московской, прямо-таки перед собором, будет действительно целая такая большая постановка. Она будет в основном силами детского хора и воскресных школ, но и наши, так скажем, церковные хора наших храмов тоже будут принимать участие. То есть это целая такая будет большая постановка на тему Великой Отечественной войны. Я не могу вас не спросить о том, что волнует пензенцев. Сегодня это возрождение первого храма, строительство Спасского кафедрального собора сегодня продолжается. И за несколько дней до нового 2015 года был установлен центральный купол и крест. То есть такое архитектурное завершение собора уже произошло. Так понимаю, строительные работы закончены, основные. И сейчас этап это отделочные, да? Когда он начнется и кризис какие-то коррективы внес в этот процесс? Все-таки процесс отделки начнется после того, как мы закроем полностью крышу. Сейчас мы ждем именно уже такой теплой погоды. Почему? Потому что перекрытие крыши собора требует сразу уже и частичной внешней отделки. Я надеюсь, что где-то вот за май месяц мы сможем это сделать. Собственно говоря, изготовлены уже окна для собора, будут поставлены какие-то временные двери. И я надеюсь, что уже во второй половине лета мы перейдем к отделке внутренней. Сами прекрасно понимаете, что это, можно сказать, основная работа, потому что то, что возведены стены, поставлены купола, это, скорее всего, может быть, 1/3 из того, что сделано. Слава Богу, мы подвели отопление к собору, поэтому я уверен, что мы уже внутренней отделкой сможем заниматься и в зимний период времени. Если будет Богу угодно, и все, так скажем, будет идти хотя бы так, как оно идет, то я уверен, что уже к весне следующего года мы приступим к внешней отделке, что будет одним из заключительных этапов. Сейчас мы уже ведем разговор о благоукрашении этого храма, то есть заказываем иконостас и думаем о том, как он будет расписан. Конечно, кризис вносит свои какие-то коррективы. Понятно, что и люди как-то стараются больше средств потратить на какие-то более жизненно важные моменты. Но при всем том я все равно повторял и буду повторять всегда, что я очень благодарен всем жителям Пензы, которые вносят свою лепту на строительство этого храма. При всех кризисах и всех отрицательных моментах мы получаем хорошие пожертвования, на которые имеем возможность продолжать строительство храма. В этом году, в 2015-м, Русская Православная Церковь отметит такое большое событие. Исполняется 1000 лет со дня кончины святого князя Владимира, крестителя Руси. И по указу президента даже создана рабочая группа. Во многих регионах пройдут торжества. Вот я знаю, что в Москве и Крыму будут установлены памятники. Как Пенза к этим торжествам присоединится? Что у нас запланировано? Да, конечно, это действительно такое тоже очень большое, масштабное событие. Все-таки 1000 лет – это огромная дата, тем более сама личность князя Владимира, она уникальна. Пенза, безусловно, конечно, будет принимать в этом участие и своими богослужениями, и крестными ходами, но и, конечно, безусловно, есть желание построить в этом году храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Я надеюсь, что с должным вниманием к этому отнесется администрация города,
Мы сейчас попросили о выделении участков там, где храмов никогда не было, в городе Пензе, в тех новых микрорайонах. Если Богу будет угодно и будет на то власти воля, то храм у нас уже этот есть. Это, так скажем, я даже назову, наверное, для пензенцев это известное место. Это у онкологического центра бывший деревянный храм, который стоит рядом с новосозданным храмом в честь Пименова Грешского. И я надеюсь, что мы сможем его благополучно перенести на новое место, и это станет новым местом для молитвы тех жителей города Пензы, где этот храм будет установлен. Это, наверное, должно стать таким кульминационным моментом самого празднованного события. И возвращаясь к нашей главной теме, подготовка к Пасхе, я, когда готовилась к нашей встрече, прочла мысли святителя Григория Нисского, и вот то, что меня тронуло до глубины души, он писал, что как новый, только что образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и на этот праздник все члены семейств отовсюду собираются в свои дома. И вся Вселенная, бросив обыкновенные дела, как бы по данному знаку, начинает молиться. Вот как вы считаете, вот нам удалось это чувство, это ощущение сохранить сегодня, если оно у пензенцев? Вы знаете, современное общество, оно очень, так скажем, различно. Но при всем том, Пасха является тем праздником, который действительно нас объединяет, потому что даже если человек не воспитан в традиционных верующей семье, если он не воцерковлен уже сам по себе, то все равно в его сознании, в его воспоминаниях о детстве, традиции русского народа, которые были заложены в простых вещах, в том, чтобы прибрать дом к Пасхе, в том, чтобы преподнести друг другу крашеное яйцо, все, безусловно, это как бы напоминает о тех корнях, к которым, в общем-то, уходит наша Древняя Русь. Конечно, с одной стороны, я не могу сказать, что сейчас все общество, оно однозначно принимает христианство. Нет, конечно, это не будет неправдой. Но, с другой стороны, я рад тому, что за последние годы, за последние десятилетия количество христиан в нашей стране увеличивается в разы. И это дает надежду на то, что все-таки православная вера, она укрепляет человеческий дух, дает ему силы и надежду на жизнь и, в общем-то, объединяет наше общество. О чем этот светлый праздник нам прежде всего должен напомнить, как правильно его встретить? Я думаю, что прежде всего это праздник жизни. Есть даже в пасхальном каноне такие слова «жизнь жительствует». Немного такая тавтология, но с другой стороны это действительно показатель того, что здесь, в этом мире, хотя мы и временно пребываем, но переходя в мир иной, в общем-то, это продолжение нашей жизни, это является тем нормальным законом, по которому человечество жило до нас, живет сейчас и будет жить после нас. Безусловно, конечно, Пасха – это объединение и тех, кто живет здесь на земле, и тех, кто перешел в мир иной. Я уверен, что прежде всего, что радость вот этого праздника, радость о воскресении Христове дает нам великую надежду на вечную жизнь.